Пожар на норвежском круизном судне Norдлис. МС Norдлис – это зарегистрированное в Норвегии круизное судно. Оно было построено компанией Волксверфт в 1994 году. Также у него есть два родственных корабля – Конг Харальд и Ричард Вис. Norдлис имеет общую длину 122, ширину 19 и глубину 10 метров. Осадка корабля составляет 5 метров. Судно вмещает 691 пассажир, а его грузовая палуба может вместить 50 автомобилей. Обслуживающий экипаж состоит из 55 человек. Судно имеет два шестицилиндровых среднеоборотных дизельных двигателя, которые обеспечивают рабочую скорость 18 узлов. Электроэнергия на борту вырабатывается двумя вспомогательными дизель-генераторами и двумя валогенераторами, соединенными с редукторами. Для маневрирования в портах на корабле установлены два носовых подруливающих устройства Бранвелл. Судно было спущено 13 августа 1993 года. 15 сентября 2011 года в результате пожара в машинном отделении 2 члена экипажа погибли и более десятка человек получили ранения. Судно находилось недалеко от Алесунда в Норвегии во время аварии. Пожар возник в машинном отделении после взрыва. Всех 207 пассажиров сняли с судна, которое сильно накренилось на левый борт. Некоторые из 55 членов экипажа остались на борту, чтобы помочь с тушением пожара. По данным Совета по расследованию несчастных случаев Норвегии, утечка топлива, вероятно, спровоцировала пожар на борту судна. В результате аварии аварийная комиссия заявила, что возгорание началось в главном двигателе правого борта, в котором происходили аварийные выбросы топлива. Совет по расследованию несчастных случаев в Норвегии использовал в своем отчете 3 уязвимости. Топливный насос, который был заменен за 12 дней до пожара, дал течь. Совет по расследованию обнаружил нарушения в трубопроводе, подающем топливо в стороне от топливного насоса, подающего трубопровода и маслопровода к насосу. Также Совет обнаружил, что пробоины в трубах произошли из-за ослабленных болтов. Краны, показывающие давление в цилиндрах двигателя, не были достаточно хорошо изолированы и нагревались до 220 градусов. Последнее нарушение безопасности было с аварийным генератором. Заслонки для охлаждения генератора находились в закрытом положении. Таким образом, генератор перегрелся, система охлаждения двигателя вышла из строя. Пожар в машинном отделении вызвал очень высокую температуру. Обнаружилось, что алюминий расплавился, остальные конструкции деформировались. 2 членов экипажа погибли в результате пожара, 2 госпитализированы с травмами. Остальные 207 пассажиров покинули корабль без телесных повреждений.